Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же будет ваша новая жизнь, новая страница, ваша новая история? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Знаете, вот вы стоите на пороге судьбоносных перемен. Причем эти перемены будут к лучшему. Именно вот в любовной сфере у вас грядут очень сильные перемены. Знаете, вот вы сейчас пребываете в таком состоянии ожидания. У кого-то это может быть состояние надежды, да, вот надежду поскорее встретить новую женщину. Вы как бы даже, вот знаете, проработали уже все свои ошибки. Вот я склоняюсь к тому, что вы действительно вынесли уроки с ваших прежних отношений, потому что вот сейчас вы идете вот в новую жизнь с новым опытом. Именно новая жизнь — это без вашей женщины, без вашей вот красотки, которая реально была вашим центром вселенной. Мозг вам вынесли от и до. Птичка-мозгоклюйка у вас была, но сейчас вот именно вы поняли, как себя нужно вести с женщинами, что делать, что не делать, да, такая вот своего рода работа над ошибками. Работа на данный момент, вот работа для вас имеет очень и очень большое значение. Вот как-то вы очень сильно углубились в работу. Для кого-то работа вот сейчас вот как будто спасение ваше. Да, вот очень четко проигрывается. Вы пережили в своей жизни этап унижений. У кого-то это могут быть унижения, оскорбления от вашей женщины, от женщины, которая осталась в вашем прошлом. Причем человек вот вас, знаете, вот морально как будто уничтожил. Я не говорю, что это сейчас, да, у некоторых, может быть, этот период уже остался в прошлом, но вот она вас морально просто уничтожила. У кого-то это, знаете, такое вот отношение было, уничтожающее вас как мужчину, как личность. Она могла вам говорить много гадостей, колкостей каких-то. Это могло быть неуважительное отношение к вам как к мужчине. Это могли быть измены, предательства. Ну, то есть та ситуация, которая вот вас просто, ну, разрушила, уничтожила морально, да. Очень такой был у вас период не очень хороший. У некоторых может проигрываться, что еще сейчас у вас отголоски от вот этой боли, страдания, от обиды остались. Но тем не менее, вот знаете, как бы тяжело не было, у вас однозначно вот идет совершенно новый этап. Вот после периода, когда никого и ничего не хочется, у вас идет период светлый, солнечный, радостный, да, и период именно новых начинаний в любви. Это могут быть и новые отношения, это может быть хотя бы вот начальный этап, новое знакомство, да, вот у кого-то это может быть уже есть женщина на примете, и это ваше знакомство перейдет уже на какой-то другой, более близкий этап, да, если, допустим, вы сейчас с кем-то из женщин в дружеских отношениях, есть какая-то симпатия, да, то вы станете уже, ну, реально, как кто-то станет любовниками, кто-то сблизится, да. Ну, то есть это будет совершенно новый уровень отношений. Вы такой человек, знаете, вот я бы сказала, что вы абсолютно не конфликтный человек. Ну, по крайней мере, вот в душе вы такой. Внешне, да, внешне вы можете казаться и серьезным, и грозным такой, но вы очень мирный, вы терпеть не можете конфликты. И я думаю, вот у некоторых из вас может проигрываться, что вы как-то вот стараетесь по жизни сглаживать и вот эти вот острые углы. Вы стараетесь где-то уступить, где-то закрыть глаза на что-то, да, это особенно это касалось женщины. Вот если вы любите женщину, вот что, знаете, вот ваш косяк — это то, что вы растворялись в ней. И я думаю, что вы будете так себя вести и в будущем. Вот если по-честному. Вот вы вроде бы и уроки вынесли, но все равно ведь, как я уже не раз говорила в своих видео, но ведь человек не меняется кардинально. Да, можно хотеть измениться, можно немножечко там работу над собой провести, что-то сделать, что-то пытаться поменять.
но кардинально вы не будете по-другому и к другим женщинам относиться. Поэтому вот вы такой, знаете, ну я не скажу, что вы прям добряк-добряк, из которого можно веревки вить. Но вот то, что вы не конфликтны, это однозначно. То, что вы можете любимой женщине и уступить, как-то вот закрыть глаза, да, даже если вам, вот знаете, могли еще проигрываться ситуации, даже если вам больно, обидно, вы могли и это вот проглотить. Понятно, что это до поры до времени вы это все глотали, вот эту всю боль и обиду, да, но уж очень вы такой податливый, вот если касается любви. То есть вот вы сейчас, да, вот если коротко вот резюмировать, вы стоите на этапе, когда вот должна вот-вот появиться новая женщина. Опять же, у каждого это будет проигрываться по-разному. Вот вы мне пишете некоторые, вот я жду, ну когда же она появится, да? Но опять же, ребята, не забывайте, что это общий расклад, и у всех одинаково не может быть. Если у одного может даже через неделю появиться женщина, у кого-то через месяц, у кого-то через 2, это абсолютно индивидуально, да, я не говорю, что это через годы будет, нет. Поэтому вот если вам чего-то не дают свыше, ну, значит, наверное, все-таки не время, вот как я уже рассказывала, значит, вы просто еще не готовы. Мы иногда хотим то, к чему мы не готовы. Мы просто хотим этого. Ну вот смотрите, вот элементарный пример, да, вот мужчина, который недавно развелся, допустим, да, вот просто возьмем обычного мужчину. Развелся, вот все обычно советуют клин клином вышибать, да, а мужчина-то внутренне не готов. Ну хорошо, ну вот пошлют ему свыше сразу после развода другую женщину, но у него ничего не получится, потому что он еще не отошел от прежней, он еще любит прежнюю, он еще страдает, скучает и ностальгирует по прежней женщине. У него снова, ну просто ничего не получится. Как я говорила уже не раз, пока мужчина не выбросит из души и сердца одну женщину, второй женщине там места нет. Это психология ваша такая, это природа ваша такая. И с этим, ну, ничего не сделаете. Поэтому это великая глупость советовать клин клином вышибать. Из этого клина, ну, ничего не будет. Просто, ну, можно чисто поразвлечься. Все, на этом точка. Поэтому смотрите, вот вы стоите на пороге вот именно таких отношений новых, стабильных. Это уже будет новая любовь, новые отношения. Так, давайте-ка теперь смотреть дальше, что у вас будет. Как же изменится ваша жизнь. Да, вот мне даже интересно, в чем же будут именно общие вот изменения, да, в жизни. Так, ну я вам скажу, вот у кого есть дети, допустим, да, если вы тянули детей, вот сами, кто-то воспитывает сам детей, кто-то, допустим, помимо алиментов еще платит, вы так и будете платить. Вот здесь я вас точно не порадую. Потом смотрите, как впахивали, так и будете впахивать. Скрывать не буду. Вот по работе легко не будет, это однозначно. В вашем обществе, вот круг общения ваш, у некоторых может даже расшириться, появятся какие-то новые знакомые, приятели, да. Ну, то есть, знаете, вот в вашем окружении могут появиться люди, которые в чем-то даже вас удивят, вот именно своей какой-то поддержкой. Вот, знаете, бывает такое, что общаешься с человеком, но ты его считаешь так, ну, посторонним, допустим, вот среди коллег, там, в компании какие-то знакомые, друзья, приятели, но особых ставок как-то на них не делаешь. Но бывает как-то вот жизнь так поворачивается, что именно эти люди, на которых ты не рассчитывал, они тебе и руку протянут, да, вот руку помощи протянут. И словом, и делом, и деньгами, может быть, помогут, если надо. То есть у вас появятся вот люди, на которых вы сможете опереться. Вот ваш круг общения, у некоторых могут даже новые приятели, вот друзья появиться, либо же вот те, кого вы считали, ну так, неважные, чисто знакомые, они окажутся, ну, реально такими серьезными людьми, с которыми можно даже серьезно так дружить. Новые друзья у некоторых могут проявиться. Далее, смотрите, у кого были финансовые проблемы, денежка будет вам капать.
Денежка будет, но, в принципе, я не могу сказать, что очень большая денежка, но как бы на самое необходимое вот будет хватать, да. Ну, такой средний заработок, я бы сказала. У некоторых может проигрываться, что кому-то долги из вас отдадут, да, вот если одалживали вы кому-то. Может проигрываться, если, допустим, была задержка зарплаты, ее выплатят. Но как впахивали, вы будете впахивать, конечно. Далее, смотрите. Вот через некоторое время, вот какой-то период, да, еще я бы сказала, что какой-то период у вас будет такой вот, какой-то колебательный, такой непонятный, да, непонятно, что хочу, вроде бы и хочу женщину, а вроде бы и страшновато, и как-то так, знаете, вот, ну, сомнения, опасения, колебания. Но я вам могу сказать, что вы все больше начнете оттаивать. И вы все больше будете настраиваться на новые отношения. Вот именно вот пучина страстей, у нас кубковый король выпал, который нам говорит, что вы все больше будете включать сердце и эмоции свои. Если раньше, вот когда вам было плохо, вы включали мозги, да, вы обдумывали, кто-то работу над ошибками делал, кто-то, может быть, вспоминал, размышлял, там, что я так сделал, что не так, как могло быть иначе. Ну, то есть такая вот у вас сумасшедшая мыслительная работа проводилась. Сейчас же у вас больше включатся чувства и эмоции. Вы станете даже в чем-то мягче, да, вот сентиментальнее, ранимее. Ну, то есть вот это ваш, знаете, жесткий период ваш, он улетучится, постепенно он улетучится. И начнут появляться в вашей жизни все новые стрелы Амура. Могут проигрываться ситуации, когда вот будут нравиться вам разные женщины, вы будете пробовать знакомиться, да? Но, естественно, будет идти жесткий такой отбор, будет идти вот, ну, фильтрация женщин своего рода такая. Вы, кстати, будете становиться все более увереннее. Вот если вы были какой-то период такой вот, ну, сродни отшельнику, вот вам было плохо, да, то позже, через некоторое время, вы становитесь уже более уверенным в себе, вы четко нацелены на новые отношения, да, может даже проигрываться, что вы, допустим, будете целенаправленно вот подходить, знакомиться с женщинами, которые вам нравятся, кто-то в интернете будет пробовать знакомиться, да, но все равно вот некоторый страх у вас еще будет оставаться, страх перед отношениями. Вот он никуда не девается. Вроде бы и хочется, но вот все равно какая-то, знаете, как червячок в яблоке сидит и точит изнутри. Страхи еще пока у вас будут. Далее, посмотрите, у нас уже даже смешно. Из расклада в расклад вы выпадаете, в принципе, императором. Император – это у нас сильный, самоуверенный мужчина с лидерскими качествами, мужчина, который может вести за собой. То есть, если вот ваша прежняя женщина, да, как я говорила, она вас в чем-то унижала, оскорбляла, да, что могла у вас даже понизиться в какой-то степени ваша самооценка. Поэтому еще вы могли вот как-то так стопорить свои новые отношения, потому что какие-то вот сомнения, комплексы могли появляться, да, то сейчас вот как будто, вот знаете, как будто вот этот вот период ваш, негативный, я бы его назвала, черный период, он уходит уже, ну, в историю, что ли, да. Вы становитесь, вернее, в будущем, да, это будет вот, это следующий этап мы смотрим. Вы станете более уверенным в себе. Вот как-то, знаете, как будто вы распрямляете крылья, становитесь уверенней, вы снова начинаете вот с новой силой и знакомиться. Вы, причем еще может, кстати, проигрываться, что вы начнете активно искать вот какую-то подработку, да, вот вам захочется и больше денег заработать, потому что вы понимаете, чтобы иметь рядом королеву, нужно как бы соответствовать и нужно зарабатывать.
Поэтому тоже может проигрываться. Да, у вас вот будет основная цель встретить, как бы, ну, познакомиться с женщиной именно для семьи. Потому что как-то вот этих вот девочек для развлечений использовать, но это не про вас. Ну, абсолютно. Я не вижу, что у вас есть какие-то такие вот мысли. Нет, именно вы нацелены на семью. У некоторых может проигрываться даже, что вы детей еще хотите, особенно если у вас нет детей. Но вот страхи вот эти вот ваши какие-то, неуверенность, они еще какой-то период будут. Давайте-ка теперь посмотрим, к чему же это все приведет, что же будет. Вот вы и получите свою любимую. Вот посмотрите, период, когда вот было такое похоронное настроение, да, назовем его так, период, когда вот вы похоронили свои чувства, чувства к прежней женщине, вот он остается в прошлом. Вот вы прошли этот период, да, вот закончится. У кого-то он уже заканчивается, у некоторых из вас он еще через какое-то время, да, еще продлится, потому что это зависит от того, как давно вы разошлись с женщиной. То есть это все, это перевернутая страница будет. Вот это вот негативная ваша история. Все, вы ее закрыли и забыли. Появляется новая женщина, причем, знаете, вот с ее появлением, вот я склоняюсь к тому, что именно с ее появлением вы становитесь, вот, ну, станете, вернее, станете более уверены в себе, да, вот именно станете тем императором, каким вы были и раньше. В вас начнется, знаете, такой период. Ну, то, что у нас туз кубков выпал, ну, даже дальше можно уже и не смотреть. Это новая взаимная любовь, это переполняющие эмоции, это круговорот чувств, страстей, да, вот, и тот же интим сюда входит. Это совершенно вот новый этап жизни, вам как-то вот даже легче начнется жить. Как будто, знаете, это может быть такое вот ощущение, что... Вот реально восприятие мира как будто новыми глазами. Восприятие совершенно по-новому. Вот с новой женщиной у вас будет восприятие мира по-другому, более легким, более светлым, да? Далее, давайте-ка коротко посмотрим, что это за женщина. Это уже так, вишенка на торте. Видите, у вас все-таки будет страх, что и она вот будет вас ругать. Вот это страхи, комплексы все-таки, видите, оно проигрывается. Но нет, она такой не будет. Она очень светлая, она очень радостная женщина, очень домашняя. Вот она будет вашей именно опорой, поддержкой. Она даже в сложную минуту, она протянет вам руку помощи. Она из тех женщин, которые вот подставят реально свое хрупкое пусть плечо. Вот с таких женщин и хорошие хозяйки, она и приготовит, она и постирает, она и словом, и делом поддержит. Ну, то есть, это женщина как раз вот именно для семейной жизни, которую вы искали, никак не для развлечений. Приходит в вашу жизнь, вот следующая ваша новая жизнь, это уже как бы вишенка, это основная, да, это полная гармония в чувствах, в финансах, это гармония внутренняя ваша, потому что очень важно иметь вот это вот внутреннее ощущение гармонии, да, когда тебя ничего не тревожит, когда ты особо ни за что не переживаешь, потому что ты знаешь, ты уверен внутренне, если даже тебе будет плохо, у тебя есть плечо, пусть хрупкое плечо, но этой женщины, которая рядом. Когда тебе не страшно прийти человеку сказать, признаться, что вот да, у меня там банкротство, не дай бог, либо же, я не знаю, там болит что-то, проблемы по работе, еще что-то. Тебе не страшно сказать женщине, ты знаешь, что она тебя поддержит, она всегда будет на твоей стороне. Потому что, как вы многие знаете, я думаю, мужчины, как правило, ну как-то, ну особо не делятся с женщинами. Очень редко делятся своими проблемами. Ну, конечно, потому что вы мужчины, да, неудобно делиться. А с другой стороны еще не делитесь, потому что не будет никакой поддержки. Наоборот, опустит ниже плинтуса, заклюет.
даст кучу неправильных советов, расскажет, что я же тебе говорила. Вот это, да, фраза, которую мужчины терпеть не могут. Когда женщины им говорят, я же тебе говорила, ты такой сякой, да, там и ты неудачник, и у тебя ничего не получится. И надо было и так, и одна звезда она все знает лучше всех. Ну, то есть многие женщины, наоборот, не поддерживают, а добивают своих мужчин. Да, о поддержке здесь речь абсолютно не идет. Поэтому вот именно такая женщина, я бы, конечно, я посоветовала бы каждому иметь, вот именно с такими качествами. Поэтому, ребята, хвост пистолетом. Надеемся только на позитив, как вы знаете, что мы притягиваем то, во что мы верим и о чем мы думаем. И это не миф абсолютно, это реальность. Верим, надеемся на то, что мы хотим, да. Если вы хотите такую женщину, вы думаете, вы хотите вот именно всем сердцем, всей душой, и сама Вселенная вам это как можно быстрее преподнесет, вам такую женщину. И все у вас будет шикарно. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!